Я оракул. Я отвечу на любой твой вопрос. Почему я до сих пор одна? На любой. Кроме этого. Привет, я Ольга Вастикова, магистр по психологии, и я помогаю моим клиентам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. В этом ролике ты узнаешь главную причину, почему у тебя не получается построить отношения. У каких девушек не получается строить отношения. Какая ты сильная женщина и почему ты такой стала? Ну и я, как Ванга, угадаю твои привычные мысли по вечерам. Досмотри это видео до конца, потому что в конце этого ролика я расскажу, как же построить здоровые и счастливые отношения. Обычный вечер после работы. Ты уставшая приползла домой, погладила кота, который очень голоден и хочет поесть, ты насыпала ему корма и решила залезть на свой уютный диванчик, достала телефон и начала скроллить ленту. И тут внезапно ты видишь счастливую парочку, и что-то внутри тебя ёкает. И ты думаешь, а чего же я все одна-одинешенька? Я понимаю, что я заслуживаю счастья, но почему-то отношений нет. Я вижу вокруг счастливые пары. В кафешках все сидят вдвоем, везде на улицах все целуются, обнимаются, у людей любовь. А для меня отношения это как что-то нереальное, как какая-то фантазия или как будто что-то из фильма, то, что мне недостижимо. У тебя есть печальный опыт в отношениях. Ты понимаешь, что мужчины, которые были до этого, тебе не подходили. Но как же выбрать подходящего? Ты уже перепробовала кучу советов от «будь собой» до «не показывай свою силу сразу», «прикинься, что ты хиленькая, слабенькая, и тогда мужчина к тебе потянется». Но каждый раз одно и то же. Когда ты начинаешь встречаться с мужчиной, то одна встреча – все закончилось. Или вы начинаете встречаться, но происходит какая-то фигня. А еще такое бывает, что у тебя всплывают абсолютно неожиданно призраки твоего бывшего, который портит тебе настоящую жизнь. И вот ты на своем любимом диванчике, одна в квартире, ну, конечно, не считая кота, и думаешь, что же я всю жизнь буду одинокой? Давай-ка разберемся на реальной истории моей клиентки. Назовем клиентку Лиза. 29 лет, талантливый врач из Москвы. Лиза всегда на высоте. Карьера, учеба, друзья, путешествия. Она старается успеть абсолютно все. Но за всем этим фасадом уверенности и успешного успеха скрывается девушка, которая на самом деле в себе не очень-то уверена. Другим людям, конечно, Лиза показывает, какая она сильная, властная, как она умеет контролировать. И когда рядом оказывается мужчина, и Лиза начинает доминировать над ним, то такой мужчина чувствует себя как побитая собака. Потому что он не находит себе места, он не знает, потому что Лиза может все сама и других людей не подпускает. После очередного расставания Лиза поняла, что ее привычка показывать всем свою силу только отталкивает парней. Она решила обратиться ко мне, и мы вместе в консультациях исследовали, где же найти баланс между сильной женщиной и желанием построить отношения с мужчиной. На консультациях мы работали над ее внутренними убеждениями, страхами и то, что ее тормозит показаться слабой перед мужчинами. А еще мы обсуждали, как же в мужчине ценить то, что он делает, его стремление, а не гнобить его и только контролировать и управлять им. Со временем Лиза начала замечать изменения. Она увидела, что вокруг вообще-то очень много достойных парней, которые стремятся ей помочь, но она сама запрещает им что-то делать, потому что она всегда показывает, что она такая доминантная и властная женщина. Лиза стала как бы более гибкая. Она стала давать другим мужчинам возможность быть с ней рядом и чувствовать себя мужественной, а она же в этот момент может чувствовать себя женственной. Лиза все так же продолжается развитием своей карьеры, встречами с друзьями и много-много чем другим, но тем не менее она научилась стать более женственной и открытой к парням. В конце этого видео я расскажу, как Лизе удалось достичь этих результатов. Давай посмотрим на 5 сильных женщин. Независимая лидерша. Ты привыкла быть независимой и доминировать над мужчинами. Возможно, в твоем опыте, на другой работе, например, тебе нужно было брать верх над мужчинами, потому что, коллектив такой был, и тебе нужно было как-то выживать и доказывать свою значимость. Возможно, в детстве ты росла в таких условиях, что тебе постоянно приходилось брать ответственность за себя.
Ты привыкла быстро принимать решения, и ты часто занимаешь руководящие позиции. Защитница. Ты всегда на страже, ты настоящая супергероиня. Все твои близкие знают, что на тебя всегда можно положиться, и ты никогда не подведешь. Ты тот человек, который всегда может прийти на помощь. Возможно, ты выросла в семье, где тебе было необходимо защищать слабых или младших членов семьи. А еще, возможно, ты в детстве не получила достаточного количества поддержки от твоих взрослых. Самодостаточная. Все сама. Ни у кого не прошу помощи. Дотащить тяжелые сумки – все сама. Заказать себе еду, даже если ты болеешь, если с тобой что-то приключилось – все сама. Подарить цветы – то ты и сама можешь себе подарить цветы. Что, заказать, что ли, сложно? Нет, ты все делаешь сама. Возможно, ты столкнулась с предательством или глубочайшим разочарованием в прошлых отношениях, и теперь ты понимаешь, что можно рассчитывать только на себя. Интеллектуалка. Твой ум – это главное оружие. Даже мужчины боятся с тобой поспорить, потому что они знают, что они заведомо проиграют с тобой в споре. Ты любишь книги, научные дискуссии, и ты всегда стремишься прочитать что-то новое и получить новую информацию и знания. Ты всегда знаешь, как ответить на любой вопрос. Скорее всего, ты росла в семье, где были такие же интеллектуалы и где ценился только разум и то, насколько у тебя много знаний. Но эмоции в семье не ценились. Поэтому знания для тебя – это как способ самосовершенствования и достижения успеха. Подавитель эмоций. Ты прям как скала в мире эмоций. Ты всегда принимаешь все вызовы и очень хладнокровно на них отвечаешь. Ты знаешь решение, ты сохраняешь всегда лицо и никогда не позволяешь себе расплакаться и быть слабой. Тебе каким-то чудесным образом удается сохранять спокойствие, хотя вокруг буря. Ты никогда не даешь эмоциям взять верх. Возможно, ты пережила трудности и кризисы, и поэтому ты понимаешь, что эмоции при таких обстоятельствах просто не нужны. Поэтому ты научилась быть сильной и устойчивым к невзгодам. Супер женщины, сильные, мощные, но бесконечно одинокие. Узнала себя? 6 секретов, как стать слабой для мужчины. Ты очень не хочешь, чтобы тебя считали слабой. Ведь мама с детства твердила: будь сильной, смелой, не давай себя в обиду. И вообще слово «слабое» для тебя, как и для многих, звучит как нечто неприятное и обидное. Покажу тебе другую сторону медали, когда ты не показываешь себя слабой, и еще расскажу про направление в сторону счастливых отношений. Первое. Мужчину нужно просить. Многие из девушек очень стесняются просить о помощи, потому что они думают, ну как-то неловко, таким образом мужику можно надоесть. Но знаешь, просить о помощи – это не показывает твою слабость, это как раз наоборот, показывает, что ты умеешь быть в команде и ты доверяешь своему партнеру. В мире, где можно самой заказать такси, заказать цветы и шоколадки, приготовить себе еду, мужчине будет чертовски приятно помочь хрупкой женщине и сделать что-то для нее. Второе. Принципиальность – твой враг. Постоянные споры и неумение идти на уступки – это прямая дорога к ссорам и, в конце концов, к разрыву отношений. Важно научиться слышать и понимать своего партнера. Это не про потерю своих убеждений, это про гибкость и умение вести диалог и про твою собственную мудрость. Третье. Доброе слово. Похвала и благодарность – это прям как волшебная палочка в отношениях. Важно не то, что ты говоришь, а то, как ты это говоришь. Забудь про запугивание и критику, ведь это только оттолкнет мужчину. А вот доброе слово и признание его стараний – это твой козырь. Важно заметить его старания, искренне этим восхититься и переключить свой фокус на его стремление. А еще, как давно ты говорила доброе слово себе, любимой? Четвертое. Внешний вид – это отражение твоей сути. Твой стиль, твоя одежда, твоя прическа – все это часть тебя.
И не бойся выражать свою индивидуальность и женственность через свой внешний вид. Это не про поверхностность, это про самовыражение и уважение к себе. Я не про то, что надо носить каблуки и страдать от мозолей весь рабочий день. Нет. Или там делать себе прическу, как на выпускной, с тонной лака. Вообще-то даже в кроссовках можно чувствовать себя женственной, а настроение от классной прически точно повысится. Пятое. Ты грация. И это я сейчас не про бренд колготок. Грациозность и элегантность – это то, чем ты притягиваешь мужские и даже женские взгляды. Замечала ли ты свои манеры и как ты двигаешься? Тревожно и дергано, чтобы все успеть и всем раздать задания? Или плавно и грациозно, как пантера? Вербально мы считываем состояние друг друга, даже до начала разговора. Женская пантеристость – это не про слабость, это про твою силу, выраженную через изящество, утонченность и умение быть расслабленной. Давно ли ты чувствовала себя расслабленной суперженщиной? Шестое. Не обесценивай способности мужчины. Если мужчине давать кучу инструкций и контролировать каждый его шаг, он испарится. Доверие и свобода в действиях – это то, что укрепляет отношения. Это показывает, что ты уважаешь его как личность и веришь в его способности. Ты ведь веришь в него, правда? Все это работает, если уметь правильно выбирать себе спутника, слушать себя, видеть красные флажочки при общении и уметь правильно реагировать на них. Как же выбрать спутника, не бояться быть слабой с ним и понять, что же у него там творится в голове? Именно такие вопросы моих клиенток вдохновили меня на запуск общей онлайн-группы, в которой каждый сможет понять, что происходит в мужском и женском мире. Понять разности друг друга. Каждый сможет услышать и быть услышанным. А также в этой группе можно быть достаточным в отношениях и чувствовать себя безопасно. Цель моей группы – исследовать, как свободно и безопасно общаться друг с другом, чтобы потом взять этот опыт в реальную жизнь. В группе будет 3 мужчины и 3 женщины. Заполни анкету предзаписи, чтобы пройти собеседование со мной в мою закрытую группу. Ищи ссылку в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. После заполнения анкеты на личной консультации со мной ты получишь понимание, как ты будешь двигаться к решению своей проблемы. Помни, ты не одна, и всегда есть люди, которые готовы помочь. Для всех, кто заполнит анкету предзаписи, скидка 10% на участие. Жду тебя в группе. И поверь, опыт, который ты получишь на группе, слишком полезен для того, чтобы откладывать его на завтра. Поэтому действуй. До встречи!